Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие дни, ближайшие события. Давайте с вами узнаем, что же произойдет или случится в ближайшие дни. И я специально не ставлю сроков, ограничений, потому что, судя даже по вашим комментариям, кто-то пишет, у меня это уже случилось, а кто-то описывает ситуацию, которая, она не новая, она еще какое-то время будет продолжаться, может быть, даже в затяжку. Кто-то из вас пишет, а у меня вообще ничего не совпало. Я благодарю за ваши комментарии, мои дорогие. И давайте мы с вами узнаем, так все же, от чего-то оттолкнемся и будем реалистами. Любой прогноз, расклад, о личной-то истории не скажет, не расскажет. Но как альтернативный вариант, я думаю, рассмотреть определенно стоит. Мы ведь, каждый думает о своем, когда мы смотрим эти прогнозы, расклады. И вот те значения, которые выпадают, мы перекладываем на себя. Так устроен человек. И в наше сложное время перемен, наверное, альтернативные варианты, ведь так это рассматривать всегда полезно. Тогда мы, даже если мы сталкиваемся с чем-то неожиданным, мы внутренне к этому более готовы. Ну ладно, давайте узнаем. Никогда не знаешь, что тут совпадет в этих маленьких картах, которые мне очень давно, около 40 лет. Какие тут для вас события будут раскрывать нам сегодня карты? Что же там в ближайшие дни? Ух ты, вот прямо так, сразу. Что-то у вас важное на кону, хочется сказать. Солнце. Тут и выбор правильного направления, и для кого-то это может быть и личная жизнь, и место пребывания ваше, или это ваши достижения, вопросы работы, может быть, учебы. Достижения все-таки проходят по аркану Солнца или по значению Солнца. Мы знаем, Солнце – это возможности, конечно. Это как при поддержке высших сил. Но вот у вас такое ресурсное время в целом. Не теряя как времени даром, может быть, и карта нам об этом желает сразу сказать, выпадая первым значением. Давайте будем узнавать, что еще. А ведь правда, кому-то контакты с чиновниками корона. Корона – символ власти, поэтому у кого-то перемещение по инстанциям, по учреждениям, какие-то важные согласования, документы, или для вас это тоже корона, как получение новой должности, какой-то прогресс, мои дорогие, солнце и корона, это явно есть. И подсказка, ты должен поступать по закону. Где-то и власть против шерсти мы не гладим. Будет важно договориться, потому что у вас сейчас что-то решается важное, такое, знаете, основополагающее. И даже если вы с чем-то не согласны, это не значит, что мы доказываем какую-то свою позицию. Тогда лучше нейтралитет какой-то занять, потом помни, что худой мир всегда лучше доброй ссоры. А дальше разберемся, что к чему. Мы часто себя благодарим, когда вот нет этой конфронтации. Но тут что-то именно для вас важное. Тут, я бы сказала, даже энергию куда-то не в том направлении не следует тратить. Тут нужно, знаете, как с чем-то определиться. Не случайно ведь выбор правильного направления. Я сказала 6-8 месяцев. Потому что мы как вот эту стезю условно определяем или фарватер нашего продвижения. Чем мы хотим и что, в принципе, может быть, и как высшие силы нам какую дорожку подсвечивают, да, или как, какая-то возможность, которая у каждого своя. Вот это нам нужно увидеть, определиться и потом вот так 6-8 месяцев продолжать. Это как ведет к благополучию, к новому качеству жизни, к новым возможностям. Не очень много значений, мои дорогие рыбы и рыбки. И когда так случается, то это как спокойное течение жизни. То есть, вот, видимо, есть что-то основополагающее, как я уже сказала. И вот именно этими вопросами. Куда вас зовет ваше сердце, душа? Слушайте себя. Вы очень интуитивные люди. Смотрите, у кого-то гости. Либо вы к кому-то в гости, либо гости к вам. А вот и правда спокойное течение жизни. И это не пауза, заметьте. Это просто нет какой-то конфронтации. Или
Даже если она и есть, или была, или какая-то история, она в прошлом сложилась, и мы ее уже не отменим никак. Но вам это не мешает. Вот о чем речь. Спокойное течение жизни, где-то в спокойных энергиях договориться, может быть, и куда-то съездить, какие-то переговоры провести. А для кого-то это, ну, может быть, как двое любящих людей на расстоянии, вы будете, ну, держать этот контакт, что-то планировать. Вы, вот эта сама встреча состоится, может быть, и так. Или когда вы куда-то можете поехать, потому что, опять же, к кому-то в гости, может быть, и по делам. Все-таки аркан Солнца нам, ну, на такую более далекую дистанцию, как будто возьми ориентир. Но не все, наверное, люди-братья, увы. Смотрите, для вас нужно быть осторожным, как вот это свое счастье буквально и не упустить, так и еще, я бы сказала, и не нарушить, да. Тут ведь мы по-разному к чему-то относимся. И скрытый враг, тут это всегда, когда маска, это тот человек, который явно что-то не говорит. Он только замышляет. Может быть, вы, в принципе, и предполагаете, кто таким может быть или в такой маске. Вы люди интуитивные. Значит, я так вижу, это ведь явно не новая ситуация. Значит, и тот, кто одевает маски или меняет маски, он тоже вам знаком, и вы где-то, я могу предположить, знаете этого человека. Тогда возьмите для себя ориентиром тот факт, что это и вам дает такой карты совет. И ты маски за пазухой на всякий случай приготовь, потому что вот что-то важное на кону. Может быть, кто-то вызывает на конфликт. Или, наоборот, пытается у вас что-то выведать. Ведь часто, когда выпадает маска, это нам транслирует одно, а задумали что-то другое. И поэтому нас могут пытаться купить на лесть, например. А другой человек говорит правду, нам она не нравится. Ну, всегда, когда льстят, это приятнее ушам, да, слышать. А на самом деле замысел он, ну, иной. Вот все-таки элемент правды– это основа всего, мои дорогие рыбы и рыбки. Будьте внимательны, держите руку на пульсе, а маски за пазухой, ну, что поделаешь, другого как будто жизнь не оставляет. Смотрю, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем сложить то, что в крайних рядах. Ну, точно. Не все люди-братья. Сами включите змеиный режим. Ага, не видно. Сейчас мы исправим. Змея совпала. Змея, она затаилась. И змеиный режим, то, что я только что сказала, мы знаем, во-первых, хозяйка года, и поэтому для вас, у вас это получится, это точно. Вот нельзя ни разу замечтаться. И правда, кто-то, может быть, не рад вашему успеху, а почему нет? Вам явно это не говорят, а анализируют, что-то смотрят. Вот и вы будьте, опять же, в этих энергиях. Будьте сами как змея, которая наблюдает, анализирует, делает выводы. И мы знаем, что бросок змеи, он молниеносен. То есть она просто наблюдает, ее как будто не видно. И вот и вас вот в каком-то таком нейтральном положении. Понятно, что вы что-то обдумываете. Принимаете, как для вас проиграется та или иная ситуация. Слушайте свою интуицию. Но существует, как знаете, один пункт времени, когда вы себе скажете «пора». Но это пора не каждый день, не каждую минуту, не каждую секунду, и уж тем более о себе много не рассказывайте. Или о своих планах, намерениях и целях, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, чтобы не попасть в какую-то зависимую ситуацию или чтобы не попасть, может быть, когда кто-то и шантажировать начнет. Ну, нам об этом карты не говорят, ну, или упрекать, например, да. Ну, змея и маска совпала. У вас сейчас на кону солнце. Так вот, правда, тут зависть просто-напросто. Кто-то завидует. Я делаю выводы именно такие. И для вас так мысленно профильтровать окружение, это будет очень хорошо. Причем это все ведь в спокойных энергиях. И вот смотрите, и есть у вас поддержка, совпадает кольцо. Это прочный союз. Есть какой-то человек в вашей жизни, пусть это у кого-то и по работе, а у кого-то в личной жизни, да, надежный партнер. Но, значит, есть как опора, на которую вы можете, ну, где-то, или, может быть, это будет какой-то диалог с человеком, или когда вам дельный совет человек будет давать, или поддержит вас в какой-то ситуации. То есть вы не одни, это точно.
Но, опять же, повторюсь, не все люди братья. Далеко. Итак, давайте мы спросим у карт Таро неожиданности в ближайшие дни для рыб и рыбок. Что вы не видите или с чем вы можете столкнуться? Какие неожиданности идут на ваш порог? С чем это связано, самое главное? Вы знаете, тут может кто-то из прошлого появиться. Но именно в этой колоде эта карта вот больше про ностальгию. Это вы можете вспоминать вот неожиданно. Может быть, из разряда накатило какие-то эмоции, воспоминания. Может быть, и неожиданно, кстати, это вы как какую-то ситуацию вернете назад. И тут будет у каждого по-своему. У кого-то это может быть связано с личной жизнью, может быть, все-таки чаши, кубки. Это с какими-то эмоциями. У кого-то это может быть свидетельство от человека, вашего родственника или кого-то из ваших близких. Но это может быть как сообщение от прежней истории любви, которая вдруг откуда ни возьмись появляется. Вот тут вам нужно быть очень внимательными. С чем это связано, хочется спросить. Это неожиданность, не совсем неожиданность. Это то, что вам уже знакомо. Ну вот смотрите, как закон кармы, правосудия. Вам тут нужно что-то либо привести в какой-то баланс, и это будет касаться именно либо вашей семьи, либо ваших родственников, или людей, которые вхожи в ваш дом, или пусть это вообще, вот мы говорим, да, фильтрация происходит. Может быть и правда, к сожалению, бывает, когда и родственники ведут себя по-разному. Может быть, вот эта ситуация с правосудием у кого-то может означать и развод, почему нет, все-таки правосудие. Но вот вам нужно держать баланс. Вам нужно как-то разобраться, это в неожиданностях. Может быть, какая-то и ситуация, вот я вижу, ведь, по сути, две добрые карты. Договариваться нам, говорят, придется по аркану правосудия. Дипломатом быть придется. Но вот только для чего это все нужно, я пока не пойму. А чтобы у вас была какая-то победа, посмотрите. И она приходит не тогда, когда вы именно что-то доказываете. Нет ни одной карты доказательств. Тут, кстати, аркан правосудия – это всегда причина и следствие. Тут я бы сказала так, если вы прежде делали что-то хорошо, то вам пространство, Вселенная помогает. Это как из разряда неслучайной случайности. Пусть это руками других людей. Если мы сделали что-то, ну, не очень хорошо, тогда нам какую-то ситуацию, вот неожиданностях, нам судьба может, надо работку вернуть. Но так или иначе, вот победа. Вы с чем-то можете окончательно разобраться, и вам эту победу потом нужно будет удерживать. И у вас аркан солнца. А к чему это все идет, хочется спросить. К радости, какому-то празднику, рождению нового, может быть и рождению проекта, может быть для кого-то и действительно рождение, ну, уже дома, может быть какие-то такие радостные вести, как возможность, да, у кого-то это будет связано именно с перемещением или с какой-то личной историей, а может быть у кого-то вот этот птенец, как и рождение ребенка, ну, может быть, с учетом солнца. Нет ничего невозможного, правда? Тут какая-то новость может быть даже для вас радостная. Может быть, это когда вы какой-то почетный компромисс заключите, да, и при этом будете осмотрительны, уже окончательные выводы как будто мы сделали по этой карте и понимаем, что ну вот да, на одного человека я могу положиться, а на второго нет. Но я с ним нейтральную какую-то позицию сохраняю. И к чему это в конечном итоге? Вы-то вот для вас. Но вы останетесь довольны. Посмотрите. У вас есть даже возможность какую-то переломить очень сложную ситуацию, когда нужно договариваться, и явно вот в неожиданностях, ну и все то, что мы продолжили, не нова какая-то тема, мои дорогие и любимые рыбы и рыбки. Ладно, давайте мы с вами по сферам жизни. Любовь и личная жизнь. Хотя нам тут и туз уже чаш выпал, и радость будет, это точно. Так вот, любовь и личная жизнь. Но много о себе не рассказывайте, правда. Вообще не рассказывайте. По девятке жезлов, если вы в паре, то, ну, молчание – это ваш союзник от начала до конца. Потому что, ну, нам уже сказали, и змея там, и маска совпадает. Может быть, вам будут задавать вопросы, а как у тебя дела? А что у тебя вот
с мужем, с женой, или «А сколько денег ты получил?» Вы знаете, иногда люди задают беспардонные вопросы, и эти вопросы нас застают в тупик. И мы, если мы люди искренние, нам первый как бы посыл, ну, сознание наше так работает, мы же должны вроде как ответить. Мы не думаем о том, что мы должны выкрутиться, а вот вы думаете о том, что вам придется делать какие-то очень осторожные шаги и не навредить. Тут у каждого своя какая-то ситуация. Что еще давайте мы достанем? У вас что-то будет меняться. Вот это искусство мелких шагов вам будет помогать, потому что действительно во внешних событиях или в какой-то, ну, как общая температура по больнице, может быть, это будет связано в средствах массовой информации по рыцарю жезлов, еще с какими-то переменами, перемещениями, может быть, как и конкретных лиц, как и в вашу жизнь, так и вы куда-то можете поехать. Тут действительно это неожиданностей карта, спонтанного маршрута или каких-то поездок, которые вот тоже мы не можем отложить, а вот именно теперь, именно сейчас, может быть, вот эти гости и есть. Но искусство мелких шагов вам правильно поможет расставить какие-то свои приоритеты. Хотя для кого-то это может быть тема работы, все-таки жезлы, или откуда к вам приходят деньги. И может быть даже, мы все разные, для кого-то все-таки мы смотрим на личную жизнь. Но жезлы, вот две карты жезловые выпали, и для кого-то из вас вот в ближайшие дни много работы будет. Или работа на дому, может быть. Мы все-таки на личную сферу смотрим с вами. Или когда так вот что-то по документам, по доходу вашему, где-то вот есть взаимосвязь, все-таки откуда, к примеру, нам приходят деньги. Кто-то может изучать что-то. И такое тоже допускаю. Как будто нам даже изучение помогает, потому что, ну, тогда мы более уверенно себя чувствуем. Или мы не идем тогда на ощупь, а мы, ну, уже какое-то знание имеем. Или мы знаем, как это что-то продолжится. Или может быть продолжено по закону. Ну, вот есть какая-то конкретика, мои дорогие, даже на личную жизнь или на ваши личные какие-то достижения. Вот давайте про ваши достижения. Все наоборот, да? Ну, видимо, личная сфера и сфера достижений – одно единое целое. Где-то это и ваша карта, это карта любящего человека. И, конечно, для людей, для тех, кто в паре, для тех, кто семейный, добрый период в ближайшие дни, правда? Но есть и какие-то, ну, товарищи, которые нам не товарищи, которые за вами наблюдают. Это я по картам пасьянса. Поэтому не дайте разрушить какой-то ваш союз. Не дайте внести какую-то путаницу в вашу жизнь. Опять же, молчание помогает. Вы сами можете быть в таких энергиях, ведь это карта любящего человека, и это карта еще и альтруиста. И, конечно, любовь – это здорово, альтруизм тоже, но иногда по этой карте, мои дорогие, проходит жертвенность. И вы себя не должны в какую-то жертвенность загнать. И опять же, вспоминая, что змея выпала и маска. Будьте хитрее, у вас нет другого выбора. У вас сейчас что-то складывается хорошо. И правда, у кого-то будет это связано, как кто-то завидует, или у кого-то, как кто-то ставит палки в колеса. Причем эти кто-то могут быть как и по сфере достижения или работы, но так и где-то те люди, которые вам знакомы, может быть, и вхожи в вашу жизнь, в ваш дом, может быть, и из разряда родственников. Ладно, давайте спросим, а что же там на деньги? У вас тут, кстати, ну, только одна. А нет, это у нас чаш ведь карта, правда? Ни одной карты пентаклевой не выпало. Вот интересно. В ближайшие дни, что же там с финансами? У рыб и рыбок, влюбленные, еще один старший аркан. Но, может быть, это вы будете делать выбор и что-то просчитывать по деньгам? Правда, выбор какой-то вы будете делать. Может быть, прицеливаться к чему-то. И все равно аркан Солнца что-то, и если мы просчитываем, просчитаться не должны. Какой-то баланс вам придется держать по деньгам, видимо. Что купить, что, может быть, отложить на потом. Да, будьте аккуратны по части денег, чтобы потом себя не обесточить и не превратить свою финансовую ситуацию в бесконечный дождь. Ну хорошо, давайте достанем карту совет. По рыцарю мечей нужно быть реалистами.
Да, вы можете столкнуться с тем, что вам придется много перемещаться, или вы столкнетесь с какой-то новостью, которую вы получите. Вам что-то может и не нравиться. Но, видимо, знаете, вот со знаком плюс мы ведь как совет рассматриваем эту карту. Будьте реалистами. Вот ну нельзя ни разу замылить себе глаза или позволить кому-то это сделать. По этой карте со знаком плюс проигрывается как совет. Мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Это почему-то вот больше касается финансов. У вас опять же на кону солнце. Но вот понимаете, как будто без права на ошибку. Вам придется в ближайшие дни для себя что-то очень важное решать. И старшие арканы даже не говорят о конкретной сфере жизни. Я бы сказала, по всем арканам, которые выпали, здесь все важно. И эмоции, чувства или личная жизнь, ваша работа или ваше творчество, ваши достижения. Ну и как следствие финансы. Вот именно все стихии соединяются как тысяча дорог в одной точке. И арканы, солнце как раз об этом. Вы с чем-то определяетесь на долгий период. Кто-то с местом проживания, кто-то с местом работы или деятельности, а кто-то, может быть, и по любви. С кем, да. Или какие-то важные переговоры, пусть даже если вы только встречаетесь, то или пусть это вы, наоборот, семья, может быть, тут стоит что-то более значимое, да, на кону. Но вот для вас сейчас важно все. Почему? Потому что вы сами для себя должны быть не на втором месте, мои дорогие, чтобы вот этого побочного значения жертвенности не было, а была ваша победа. И, кстати, у вас что-то получится осуществить, даже по закону. Но примите к сведению, нам сразу вот эта шестерка жезлов сказала, тебе придется это сохранять. Мало достичь какой-то высоты, но попробуй потом сохрани. Поэтому вы будете, вот какой-то темп вы набрали, а потом приготовьтесь еще какое-то время, 6-8 месяцев в этом темпе прожить. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. Я благодарю за ваши комментарии. Искренне. Я благодарю за вашу спонсорскую поддержку моего канала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.